Декор из плиточек. Как сделать плиточки своими руками. Из этой тубы сделаю вазу и кашпо. Зашкуриваю глянцевое покрытие. Покрываю заготовку равномерным нетолстым слоем папье-маше. Он послужит надежной основой для плиточек. Папье-маше можно приготовить из любой бумаги или картона от яиц и клея. Ссылка в описании. Буду использовать вырубки для украшения торта. Чтобы плиточки получились одной толщины, берем 2 палочки или 2 деревянные линейки. У меня масса Джови, подойдет любая самозатвердевающая масса для лепки. Если у вас нет штампов, вы скоро узнаете, чем их можно заменить. Также покажу, как сделать вырубки для плиточек своими руками. Не стоит сразу делать много таких заготовок. Плиточки не сушим, сразу накладываем на влажный слой папье-маше. Масса для лепки быстро сохнет, а плиточки должны быть сырыми, поэтому работаем частями. Также основу из папье-маше не нужно сушить, она должна быть влажной. Из этой картонной тубы сделаю вазу для искусственных цветов. Клей вам не понадобится, вместо него немного увлажняйте поверхность водой. Вы можете взять любую основу, жестяную или пластиковую, банку или бутылку, и сделать то же самое. Стекло предварительно оклейте бумажным полотенцем и просушите, а затем те же шаги. Плиточки необходимо прижать к основе. И так ряд за рядом готовим свежие плиточки и прижимаем к увлажненной основе. Если вам понадобится перерыв в работе, накройте заготовку пакетом. На следующий день стоит проверить. И если какая-то плиточка отлетела, посадите ее на клей ПВА.
и оставьте до полного высыхания на несколько дней. Зависит от температуры воздуха. Вот чем можно заменить штампы. Вы можете найти в доме множество предметов и материалов, имеющих фактурную поверхность. Можно комбинировать плиточки разных размеров. Склеивая их, не забудьте смочить водой. Из крышки от тубы получилось кашпо. Для самодельной вырубки возьмите стаканчик от свечки. Размер вырубки 4 на 2 сантиметра. Вы можете изготовить вырубки любого размера и сочетать их между собой. Ссылку на более подробный МК вы найдете в описании под видео. После полного высыхания окрашиваем акриловой краской, хорошо разведенной водой, так, чтобы краска попала во все углубления. И сразу стираем слегка увлажненной тряпочкой. Заранее приготовьте несколько влажных салфеток. Акриловая краска сохнет очень быстро, поэтому окрашиваем по частям. Покрываем акриловым лаком. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.